Привет, друзья! Привет. Привет! А зачем я говорю? Ну, ты можешь говорить. Я же друзья. Это разговорное видео. Я Саша. Добро пожаловать на мой канал. За кадром, за камерой сегодня снова Лёша. Привет, Лёша. Привет. Мы в саду, в нашем прекрасном саду, и снова с помидорами. Если вы подписаны на мой телеграм или инстаграм, то видели фотографию меня с каткой. Мы обзавелись снова 2 катками помидоров, и теперь не можем остановиться их готовить. В помидорах, так сказать, по самые помидоры. И сегодня будем готовить одно из самых любимых наших летних помидорных блюд. Очень простое, но очень вкусное, которое может быть блюдом самостоятельным, закуской, гарниром. Будем делать помидоры на гриле. Как я уже сказал, все очень просто и очень вкусно. Следите за руками. Поехали. А помогают нам сегодня мохнатые, да, бандиты. Пятна и где-то там серый мохнач. Главные помощники. Само собой, помидоры нужно помыть, ну или, по крайней мере, ополоснуть. Мытье овощей на улице тоже доставляет какое-то особое удовольствие. Так мне нравится, как солнце играет в брызгах воды. В этом тоже есть что-то такое очень-очень летнее, согласитесь. И чистые помидоры просто режем пополам. Никакие попки, ничего я не удаляю, просто пополам. И сразу складываем на противень или на решетку, на чем будете их запекать. У нас вот такая вот решетка, специальная для гриля, очень удобная, пользуемся ей уже 3-й год. Очень она удобна для запекания таких вот помидоров. Самый первый год, когда у нас появилась такая большая катка помидоров, к нам приехали в гости наши друзья, пожить у нас недельку, погостить. И вот это блюдо, помидоры на гриле, было одним из самых таких любимых, одним из самых таких хитовых на столе в это время. С тех пор так и осталось. Как появляется катка помидоров, появляются помидоры на гриле. Но на самом деле это такая версия рецепта Ильичика. Если помните дачные рецепты, там он готовил шашлык и готовил как раз помидоры на мангале с чесночком, с дымком. Вот это вот что-то оттуда. Помидоры складываем достаточно плотненько, прям вот плотненько. Стараемся не оставлять свободного места. Ну и кроме того, чем больше помидоров, тем лучше. Точнее, тем дольше можно ими наслаждаться в результате. Правильно? Масштабнее. Масштабнее. Попки и сердцевинки я не вырезаю не просто так, потому что мне лень, а прежде всего потому, что из помидоров при запекании на гриле может вытекать сок, а нам надо, чтобы там все внутри осталось сочно и вкусно. Следующая часть нашего помидорного балета – чеснок. Много чеснока. Чеснок чистим. Конечно, лучше всего в дело пускать молоденький, сезонный чеснок, но там уж какой найдете. Можно и постарше, без эйджизма. И с помощью чеснокодавилки выдавливаем на помидоры. Ну, плюс-минус равномерно распределяя по всем половинкам, чтобы каждой половинке досталось чеснока. Я уже представляю, как это будет вкусно. Старайтесь, чтобы все половинки как-то плюс-минус горизонтально были расположены. Это тоже важно, чтобы из них не вытекал сок. Ну и обязательно травушки-муравушки. Зеленые, свежие, ароматные травки. У меня здесь тимьян, причем не просто тимьян, а лимонный тимьян для более такого изысканного вкуса. Но можете использовать любые травки, какие вам больше нравятся или какие растут у вас там в огороде или под окном, или и там, и там. Как вы понимаете, здесь можно смело экспериментировать. Орегано немного тоже добавляю. Так вот тоже рассыпаем по половинкам, чтобы каждой половинке досталась травушка-муравушка, а лучше несколько. Ароматов все больше и больше, самосводящих и увеличивающих слюноотделение, повышающих слюноотделение. И к тимьяну и орегано попросился розмарин. В гости. В гости, да. Компания. Что же ему отказывать? Вот прям беру иголочки и ножницами настригаю на половинки. Сильно розмарином не увлекайтесь, чтобы он не тянул все на себя. Здесь во всех этих ароматах бесконечных. Все это сбрызгиваем оливковым маслом, вкусным,
оливковым маслом тоже так, чтобы каждой половинке масла досталось. Ну и сильно-то не скупитесь. Оливковым маслом помидоры не испортишь. Соль. Обязательно все посолить. И черный молотый перец. Пританцовывая, само собой, иначе вкусно не получится, вы же понимаете. Ну посмотрите, какая получилась, какая уже летняя красота. Как это все сияет, как это аппетитно выглядит, как это ароматно. И в принципе это уже даже вкусно, но будет еще вкуснее. Гриль уже разогрет. Ставим туда помидоры. Закрываем. И пусть помидоры уже там себе запекаются, помидорятся, да, пропитываются всеми этими ароматами, становятся вкусными, запеченными. Температура в гриле примерно 190 градусов Цельсия, 375 Фаренгейт. Помидоры запекаются на непрямом огне, боковые комфорки горят, средняя отключена, и вот так вот они будут там доходить и получать удовольствие, чтобы потом получили удовольствие мы. Остается только дождаться. Уже очень хочется. А пока там помидоры помидорятся, можно котятин кошачьей мятой угостить. Сладкий мой любимый кот. Ну что, пора открывать? Пора. Пора. Ух. Ах, как это пахнет вкусно. Как это выглядит красиво. Я прям не могу остановиться. Я надеюсь, соседи нас простят, потому что мне кажется, что аромат от этих помидоров здесь вот прям вот везде распространился. У меня слюноотделение там просто зашкаливает. Сверху рвем несколько листиков базилика, делая эту красоту еще красивее. Какие-то рвем, маленькие бросаем просто так. Базилик, попадая на горячие помидоры, добавляет ароматов, и все это становится еще прекраснее. У нас даже солнце вылезло, хотя не планировалось уже, там все ушло за серые тучи, но солнце тоже захотело, по всей видимости, помидоров, да. Солнце появилось и снова ушло. Нет, оно не ушло, помидоры его впитали. А это значит, нужно скорее есть эти самые помидоры, чтобы впитать в себя не только помидоры, но и солнце. Очень глубокая философская мысль. Очень слишком глубокая философская мысль. Все, язык заплетается, мозг отключается, нужно срочно пробовать. А есть это нужно, как вы понимаете, в горячем виде, с пылу с жару, так сказать. Помидорка раз. Помидорка два. Помидорка три. Ну, красота же. Я прям далеко не отходя пробовать буду здесь. Помидорный танец. Помидорное счастье. Как же это вкусно. Лето в тарелке, лето на вилке, лето Во рту. Это очень-очень вкусно. И срочно всем надо, пока есть возможность, купить вкусные сезонные помидоры, потому что с такими помидорами, конечно, все это получается еще вкуснее. Ну а если на гриле, можно даже, кстати, на костре, барбекю где-нибудь, в кемпинге, будет очень вкусно. Очень вкусно. У меня других слов нет. Дегустационное бюро, подтвердишь? Обязательно. Для дегустационного бюро самые красивые и вкусные половинки. Бон аппетит! Какие сочные. Они прям тают во рту, отдавая всю солнечность и все вкусы. Прям вот лето, концентрация лета в тарелке. Я ем и сам себе завидую. Всем такое срочно надо к любому летнему блюду. Мясо, что там у вас, курица, что угодно. Да можно и просто так. Можно просто так. Это должно быть у всех на тарелках. Очень вкусно. Всем обязательно срочно надо. Срочнейшее. Срочнейшее, помидорейшее. Я не знаю, нужен ли здесь какой-то подробный список ингредиентов, но если нужен, вы всегда можете найти его в описании под видео. Я же под видео жду ваши
лайки, вы уж не скупитесь. Пишите комментарии обязательно, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте и подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Ну и друзей приводите. Всем желаю отличного летнего дня, помидорного дня и настроения. До новой скорой встречи. Пока-пока. Что-то ты мне мало положил. Я тут еще себе организую. А этот вкуснее, чем тет, чем который был.